Друзья, как вам это нравится? Это ж само великолепие. Самый лучший суп, на мой взгляд, который есть вообще, это солянка. Это для меня лично король всех супов. И папа мой его очень любит и называет это мужским супом. Но это не в плане того, что девочкам нельзя, а наоборот. То, что здесь много всяких жирных продуктов, много мяса, а девушки, женщины следят всегда за своей фигурой. Так что в этом нет никакого сексизма. Просто так, с мужским характером. Осмысленно познакомился я с этим супом в году где-то 2002-2003. Был в командировке в Омске, хорошо погуляли перед этим. Ну а на утро пошли кушать в сеть ресторанов «Сибирская корона». Была такая в Омске. И вот там он меня покорил. Это рецепт именно как я готовлю, уже порядка 10 лет и больше. Восстановил по моим ощущениям. И самое главное, что нравится мне, моим окружающим. Так что я желаю вам приятного аппетита, если кто-то кушает, и приятного просмотра. Сейчас я покажу шаг за шагом, как я приготавливаю именно вот этот мой любимый король супов. Ну что, переходим к приготовлению. Бульон я сварил заранее, он стоит в сторонке, и вы сейчас увидите, как я его сварил. В принципе, это стандартный бульон, как я его варю. Ну что ж, бульон я варю достаточно-таки стандартно, как обычно. То есть сейчас у меня тут закипает мясо с водой. Я прокипячу его, дам, то есть побурлить минуты 4-5. Потом солью, промою мясо и продолжим уже дальше закладывать все ингредиенты для бульона. Я совсем забыл сказать, что у меня за мясо. У меня говяжья рулька, то есть вот эта вот шайба, которая в основном используется, не в основном, а часто используется на особуку. Поэтому видно, что ее чуть-чуть вывернуло. Она прокипела 5 минут. Я ее хорошо ополоснул. Все лишнее убрал, то есть с нее ушли все сгустки или крови, или сукровицы, или еще чего-то. Пены было достаточно много. Теперь я взял 3,5 литра чистой воды и отправляю туда мясо. Сразу же туда идет 1 луковица. Немного было петрушки, это без проблем. Нарезал корень сельдерея. Это такой стандартный зуппенгрюн, который у нас продается в магазинах, то есть для суповая зелень. Потом идет лук-порей, небольшой кусок. 3 совсем маленькие морковочки было. Также у меня здесь обычный черный перец с горошком, душистый перец и пару бутонов гвоздики. Это я тоже сразу все отправляю. Если не хотите гвоздику, не добавляйте. И сразу же я немного подсолю. Потому что мне нравится, когда мясо варится соленым, либо подсоленным. Оно тогда будет гораздо вкуснее, чем просто безвкусное мясо и соленый бульон. Если вы посолите в конце. Но это мое личное мнение. Вам уже решать, как вы будете поступать. То есть сейчас оно закипит. Я убавлю огонь на минимум и при открытой крышке буду варить где-то минимум 1,5 часа, а то и 2 часа. Ну, вот такой вот бульон. И главное, когда будете варить бульон, не забудьте бросить лавровый лист. Я бросил 2 штуки больших. Теперь я расскажу все, что здесь у меня находится. Смотрите, то, что много всего на столе, это все уйдет в еду. Что касаемо мяса, в первую очередь говядину я снял с кости, нарезал на мелкие кусочки. Вот можете заметить, какие они небольшие, чтобы их удобно. Я взял 2 копченые колбаски. У нас продаются кабаноси, у вас можно взять, я не знаю, какую-нибудь краковскую колбасу, либо охотничьи. Их я буду нарезать на 4 части, вы это увидите. Что мне нравится, что когда вот здесь шкурка, она такая грубоватая, и она в супе потом будет немножко чувствоваться. Также я взял
сосиски в собственном соку. Вам рекомендую тоже и попробовать с ними сделать. Во-первых, у них нету такой оболочки. Во-вторых, у них они пропитаны уже соусом, вот этим маринадом. И если вы не знали, то когда приготавливаете их, то отваривайте вместе с этим рассолом. То есть в водичку рассол, и эти сосиски там отваривайте. Я их нарежу, наверное, просто кружочками. Также у меня еще кусок вот такого копченого бекона. Шкуру я срежу и нарежу на мелкие кусочки. Также я всегда применяю картофель, нарезанный тоже небольшими кусками. Мне очень нравится именно картофель, когда он небольшими. Это выбирать вам, применять или нет. Тут дело абсолютно каждого. Я показываю мой рецепт, как я его готовлю уже долгие года. Тут у меня черные оливки или маслины. Они уже нарезаны на шайбочки. Порция каперсов вместе с рассолом. Причем я сразу могу это добавить сюда, и в суп они уйдут вместе. И также у меня 4 кружочка халапеньо, которые я солил сам. Это соленые именно, не маринованные, а соленые. Соль, сахар, перец. Тут у меня чайная ложка осталась еще сушеных белых грибов измолотых. Добавлю тоже, для аромата будет супер. Часть я уже нарезал огурчики соленые. Я люблю именно с солеными делать. И это мои огурчики. То есть я их готовил сам. Вот. Покажу, как я их нарезаю. Часть я уже нарезал. И морковь одна хорошая, крупная, натертая на терке. Также 2 средних таких, даже ближе к мелким луковицы. Тоже таким, скажем, небольшим кубиком. Не средним и не маленьким. Так мне нравится. Также, чуть не забыл, томатная паста. Она у меня с добавлениями всяких травок. Это очень вкусно. Ну, вы все это увидите. Так как у меня лук и морковь уже приготовлены, то я включаю плиту и начинаю обжаривать. Масло добавляю так, не сильно много. И сразу высыпаю все в сковороду. Поскольку огурцы фактически приготовлены, предыдущие я срезал шкурку, но этих 2 оставлю. То есть возьму и простыми вот такими 2 полукольцами нарежу остатки. Пока лук с морковкой обжаривается, я приступаю к своим кабаноси. То есть таким вот методом их разделяю. Потом разрезаю еще на половинки. И потом небольшими четвертинками, вот такими, все будет нарезано. Как я уже сказал, шкурку я обрезаю. Вот так вот наполовину брусочек этот делаю. Отрезаю пластинку, и потом вот такими вот квадратиками, кубиками будет все нарезано. Лук уже начал становиться прозрачным, или как немцы называют, стеклянным. Именно в этот момент я люблю добавлять сюда томатную пасту. Вообще томатную пасту я использую редко, но в таких супах она прям нужна. Идет 2 столовые ложки. Смотрите, она не совсем густая. Она такая 2 раза концентрированная. Вы смотрите на свою. И сразу ее надо именно зажарить, чтобы убрать металлический вкус. Да, в этот момент можно взять, скажем, пол-ложки сахара и сюда добавить немного. Во-первых, это даст карамельность, во-вторых, это уравняет такой кисловатый, железистый привкус томатной пасты. Когда паста немного обжарилась, добавляю сюда сразу и огурцы. Ну а тем временем займусь сосисками. Берите сосиски, которые вам больше всего нравятся по вкусу.
Но, как же я опять уже сказал, рекомендую брать именно вот такие. Они без кожицы, в рассоле уже, замаринованные, очень вкусные. Я знаю, что в России такое продается. И просто прям кружочками, шайбочками эти стоять, дезертир. Так нарезаю. Смотрите, жидкости здесь сейчас немного маловато. Я беру вот этот рассольчик, он соленоватый опять тоже. И чуть добавляю. На этом, в принципе, все приготовления закончены, кроме того, что осталось немного нарубить чеснок. Сейчас я его нарублю и будем продолжать варить. Расплющили, взяли нож и мелко-мелко нарубили. Вот смотрите, лук уже фактически не видно, то есть он смешался с другими ингредиентами. Это значит, что можно выключать и переходить к следующему этапу. Именно так, как готовлю я всегда колбасы и вот это вот копченое мясо тоже обжариваю. Поэтому взял другую сковороду и перехожу к обжарке их. Добавляю сразу немного масла, потому что и в колбасках, и в беконе в этом, или как его назвать, окорок, есть и сальные части, и они хорошо выжарятся. Но это маловато, конечно, это я пожадничал. И сразу отправляю сюда. Но мне нравится именно вкус обжаренных вот этих колбас, вот этих копчений, поэтому я и обжариваю. Но мясо, которое вареное, оно так и остается. Вот обратите внимание, появились уже такие прижаренки хорошие. Можно сказать, что на этом наша обжарка закончена. То есть я выключаю. Сейчас он чуть-чуть подостынет. И новый этап. Бульон. Кстати, его осталось всего 3 литра. Если помните, то когда я готовил бульон, то было 3,5 литра воды. Пол-литра выкипело. То есть включаю. Сразу же отправляю говядину и картофель. Мясную составляющую обжарки я специально беру с таким вот дырявой ложечкой, чтобы поменьше закинуть туда жира. Так как я готовлю с картофелем, то надо дать этому сейчас закипеть и подождать буквально минут хотя бы 15, потому что если я добавлю кислые и соленые вещи туда, то замедлится процесс приготовления картофеля, процесс варки, вернее. Но это не столько сильно влияет, но влияет. Картошка сварилась, я только что попробовал ее, достал, она уже стала мягкой. Сейчас я расскажу, что я сделал за время того, пока картошка варилась. Я положил туда 2 чайных ложки зеленой аджики. Это такая острая, с травами, хорошая. Вот. Но много не стал ложить, потому что не надо быть эгоистом. Да, кому-то нравится острое, кому-то не нравится острое. Что я еще сделал? Я сюда уже в эту сковороду добавил чеснока, чтобы убраться уже немного. Теперь сюда я отправляю эту чайную ложку сушеных грибов. Они измолоты. У меня здесь еще нету перца, поэтому я беру мельничку и добавляю сюда. Тут у меня немного рассола от огурцов, от моих. Я беру и немножко добавляю. Во время варки картофеля я попробовал, еще недостаточно было соленое, но я не стал подсаливать, потому что надо добавить вот эту вот нашу обжарку, где наши огурцы. И аккуратно, чтобы не расплескать, выкладываю все в кастрюлю. Теперь добавляю еще каперсы вместе с рассолом, халапеньо и оливки черные, они же маслины. Теперь осталось дождаться закипания, дать покипеть еще минут 5 и лучше всего минимум минут на 30 оставить настаиваться. Тавтология, оставить настаиваться. Только не забудьте попробовать на соль и на перец. Или на сахар, кстати. Я оставлю это стоять до утра. То есть это пройдет минимум часов 9.
Друзья, вот тот долгожданный момент, хотя, честно признаюсь, я ночью не удержался, встал и скушал чашечку, но сейчас он настоялся уже, можно сказать, 12 часов. И аромат у него. По соли, кстати, я добавил всего лишь чуть больше ложки столовой, когда уже пробовал. То есть достаточную соленость дали копчености, соленость огурцов. В принципе, великолепно. И как вы уже увидели, я настаиваю на этом. Бросайте лимон, мне лично нравится с лимоном, именно уже когда положили в чашку, так же как и сметану. Потому что я видел некоторые ролики, даже таких шеф-поваров, которые или лимонный сок добавляли прям при варке, или какое-то подобие сметаны, сливок и тому подобное. Поверьте, лучше добавлять каждому, так же, как и с перчинкой. Во-первых, кому-то нравится кислое, кому-то не нравится кислое, кому-то нравится со сметаной, кому-то без. И я люблю этот суп кушать без зелени, посыпать. Ну, такая моя вот причуда. Видите, как он насыщенный, густой. Тут очень много мяса. Да, суп получается не очень дешевый, но при этом раз, 2 раза, 3 раза в год можно его приготовить, побаловать. И, как всегда, я приготовил 5 литров супа уже в конце концов. Ну, не люблю я готовить супы там на один раз. Я сейчас вот это вот хочу попробовать еще раз. Вернее, попробовать, а скушать. И обязательно с черным хлебом, ржаным. Просто великолепно, я не могу. Это король супов, на мой взгляд. Лучше супа я пока еще не знаю. Есть вкусные супы, я не говорю, что другие супы невкусные. Но это для меня, это король. И как папа мой говорит, это мужской суп. Просто так его называет. Ингредиенты все будут, как всегда, в описании. Понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на колокольчики, ставьте опцию получать все оповещения, и тогда вы не будете пропускать ни одного видео. Я знаю, что многие готовят по другим каким-то рецептам, с картошкой, без картошки, с какими-то видами мяса. Попробуйте вот этот вот. Это мой, я не говорю, что это самый правильный, но это мой любимый рецепт. Обжаривание именно копчености и сосисок – это великолепно. Варьируйте, выбирайте свои продукты. Ну, а вам я желаю крепкого здоровья, всегда хорошего аппетита. И мы скоро с вами уже увидимся. Пока!